Здравствуйте, друзья! Пришла осень, а значит самое время начать новый тренировочный годовой цикл. Первый период мы посвятим вырабатываемости организма, плавно подведем его к последующему периоду массонабора. Тренировки этого периода будут отличаться количеством повторений 15-20, меньшим количеством подходов и большим разнообразием мышечных групп в одном сплите. И обязательно стретчингом в конце каждой из тренировок. И как результат, шокирующий для мышц налив, практически полное отсутствие перенапряжения для суставов, придание эластичности связкам и суставному аппарату перед следующим массонаборным циклом. Ну что, друзья, первая сегодняшняя тренировка нового цикла, нового года будет состоять из дельтовидных мышц и мышц спины. И первое упражнение, как вы можете видеть, как показывает Андрей, это задняя дельта в тренажере. Будем выполнять всего 3 сета, и в каждом упражнении будет выполнено по 20 повторений. Да-да, именно по 20 и желательно не меньше. Вес, соответственно, легкий, поэтому плечевые суставчики, которые за предыдущий год, за предыдущий большой огромный цикл получили колоссальное перенапряжение, у многих подустали, они здесь практически отдыхают. В чем еще плюс именно тренажера, если у вас, конечно, такой в зале есть. То есть сидеть на нем очень комфортно. У вас одна точка опоры, грудь точка опоры. И вы полностью спокойненько концентрируетесь на задней дельте. При этом идет налив всего массива спины, который нам в последующем понадобится. Есть возможность хорошо дышать, не напрягаясь. То есть начинаем предварительное утомление именно с этого легкого, удобного тренажера. Если такого тренажера в зале нет, можно сделать, я потом еще об этом обращу ваше внимание, на скамейке с упором в грудь, то есть любое альтернативное упражнение, которое легко вам зайдет для задней дельты. Ну что, друзья, после того, как мы выполнили заднюю дельту в тренажере, то есть сделали тяговое упражнение, даем так называемый антагонист, теперь делаем жимовое упражнение. Вес легенький, и мы не стали ничего сильно выдумывать. Берем каждой рукой свой вес и выполняем жим гантелей сидя. Максимально удобная траектория. В нижней точке почувствуйте хорошо растяжение передней дельты и слегка дельтой, не самой гантелью, а дельтой, доводим чуть-чуть как бы до центра. Опять же рисуем усеченный треугольник. Выполняем очень комфортно. Опять же, если хотите выполнить хорошим качественным весом 20 раз, желательно, чтобы у вас был ассистент, товарищ по залу, просто хороший знакомый, который понимает, что вы делаете и вам слегка поможет. Тогда вы выжмете максимум из этого подхода. И, как я уже сказал выше, после выполненного жимового упражнения делаем антагонист, делаем тяговое. То мы сжали снизу вверх, немножко позвоночник напрягся, подустали трицепсы дельты. Теперь тянем сверху вниз. Обратите внимание, вес, как я говорю, небольшой, берем независимые рычаги. Если есть такой тренажер в вашем зале, 2 независимые рукоятки. Если такого нет, отлично подойдет хаммер, потому что каждая рука пусть потихонечку работает сама за себя. И вверх тянемся лопаточками, хорошенько лопатками и позвоночником. Локти не выпячиваем, то есть работаем, активно, хорошо дышим. И также выполняем 20 повторений. В итоге имеем задняя дельта, удобное, жимовое упражнение, которое каждое плечо нагрузило независимо, и тяговое в вертикальной плоскости, которое разгрузило, если было такое место имело быть, разгрузило ваш позвоночник и дало вам хорошо подышать, как дышит Андрей. Глубокий выдох. Следующий суперсет, друзья, начнем с средней дельты и выполним ее не в стороны, не перед собой, а слегка по диагоналям вперед. Поехали. Значит, движения невысокие. Обратите внимание вот на эту дельту. Вот ее крепеж и вот ее верхняя точка. Этого достаточно, чтобы опять же не перегружать сустав, которым наша задача подготовить к массонаборной работе. А чтобы мышца была в достаточном тонусе, также выполним 20 раз. Единственное, после 15 начнет очень сильно жечь, поэтому можно сокращать амплитуду и делать подъем еще меньше. Но выцеленным, вот таким вот образом, продолжаем подгружать от 1, 15 до 20 повторения. После того, как мы выполнили 20 подъемов гантелей по диагоналям, через диагонали в стороны, спина опять подустала, и мы даем растяжку. Ничего лучше не подойдет, чем пуловер. Улеглись удобненько, как мы рекомендуем, спину прижали и тянемся вполне податливым весом и дышим.
Восстанавливаем дыхание, растягиваем межреберные, широчайшие, тем самым подготавливаем спину к последующему упражнению. Итак, третий сет, вернее третье упражнение в этом суперсете — это тяга в горизонтальной плоскости. Значит, для этого мы рекомендуем либо использовать рычажную тягу с независимыми рычагами, либо горизонтальную блочную тягу, но также с независимыми рычагами. Все зависит от набора оборудования в нашем зале. Сейчас вам Андрей показывает классическую хаммеровскую рычажку с блинчиками. И здесь то же самое, 20 повторений. Работаем очень амплитудно. То есть суставы, связки, особенно локтевые связочки, не грузятся, а спину тянем от нижнего крепления до верхней точки соприкосновения. Опять в самый вперед потянулись, вот она, и сюда соприкоснули. Ну что, друзья, мы выполнили 2-3 сета. В каждом упражнении выполнили по 20 повторений. И это должно занять у вас, по идее, 50-60% тренировочного времени. Следующее время мы посвятим, как я уже выше сказал, растяжке. И для начала начнем с самых простых движений, простых упражнений. Их можно выполнить либо возле перекладины, можно использовать машину Смита, или же, если есть в вашем зале такой предмет, как шведская стенка. Поэтому начинаем с самого простого. Так как мы спину подгрузили, спину и потянем. Первое, делаем растяжение корпуса назад, потянули спину, широчайшую, прогиб в пояснице, и потом округляем копчик-крестец под себя, натягиваем крестцовый отдел, очень хорошо тянутся лопатки, и опять выводим его в прогиб. Сделав такое движение, 1-2 повторения, делаем перекладину ниже, либо же, если это шведская стенка, беремся на одну перекладину ниже. И продолжаем. Выполняем также прогиб. Потянулись, подкрутили крестец, копчик. И на выдохе вывели его обратно. И третий заход. Увеличиваем амплитуду. И делаем еще одно такое же движение. Максимально долгий прогиб. Округлились. И в обратную сторону. Аккуратно двинулись. После этого выводим перекладину приблизительно на уровень груди. И контрольным движением делаем глубокий вдох. Облокачиваемся. И прогибаем вашу спину, тем самым тянем поясничный отдел и широчайшие мышцы. Это первая фаза. Ее можно повторить по необходимости либо сразу же 2-3 раза, либо всю ту растяжку, которую мы покажем, можно сделать один круг, потом второй раз. Каждый последующий должен заходить мягче, легче и более понятно. И следующая часть нашего сегодняшнего стретчинга будет производиться на коврике на полу. Движения многим из детства знакомые, но не все их делают, к сожалению. Хотя, как показывает опыт, практика, они действительно необходимы. Очень необходимо дать эластичность, растяжку хорошую поясничному отделу. Это вам поможет безболезненно и очень эффективно в дальнейшем заниматься и приседаниями, и становыми. Без этого риски травмировать, забить спину, зажать увеличиваются. Поэтому начнем с самого простого. Это перекаты с выходами в березку и попытаемся опускать ноги назад. Посмотрим, насколько это у вас получается. С первого раза, сразу предупреждаю, не пытайтесь стать, загнуться буквой ЗЮ. То есть сделайте разок, пробу, отдохните. Второй раз и третий пойдут гораздо мягче. Итак, поехали. Как видите, с первого раза у меня не получилось. У меня обычно получается со второго, с третьего. Дальше.
Оставляем ноги согнуты на полу, стойка максимально естественно. И немножко подтянем вашу поясницу в стороны. Делаем глубокий вдох и колени опускаем в одну сторону, голову в другую, в противоположную, лопатки прижаты. Делаем глубокий выдох. И в этом положении попытайтесь остаться и дать пояснице возможность расслабиться. Главный фактор — это выдыхаем, выдыхаем и расслабляемся. Возвращаемся очень плавно, без резких движений, в исходное положение. Снова глубокий вдох и опять медленный выдох. Чувствуем растяжку в поясничном отделе. Также возвращаемся. Чем уже ноги, тем больше амплитуда. Если получается, со второго подхода делаем поуже, с третьего поуже. Также можно еще больше увеличить рычаг, подтянуться. Можно ровной ногой, но это уже вариаций много. Наша сегодняшняя задача просто задать вам правильный вектор, направление. То есть вы можете, конечно же, дополнять, упражнения менять в тренировке. Главное — принцип построения, как подбора суперсетов, так и растяжки. После того, как вы потянулись, переходим немножко в другое положение. И поделаем такое упражнение, как кошка, которое нам советовал Олег Борисович в наших предыдущих выпусках. И добавим диагональное растягивание. То есть делаем вдох, тянем спину положением кошкой. И на выдохе по диагонали тянемся. Собираемся снова в кошку. Вдох. И на выдохе делаем диагональное растяжение. Вам должно казаться, как будто у вас два огромных великана тянут в разные стороны. Эти упражнения максимально простые. Когда вы потянулись таким образом, можно сесть на пятки. Теперь мы тянем широчайшую и растягиваем крестцовый отдел. Выходим в том же положении в прогибчик аккуратненько. И снова руки на месте. Сели, потянулись. Руки не должны перемещаться вперед-назад. Где они у вас зафиксированы, тут и стали. Еще раз. Прогиб вперед. И на выдохе растянулись. Прогиб назад. После этого руки-ноги на месте. Выходим. Оп. Занимаем положение. Упор лежа. И дальше известное упражнение для многих. Собака мордой вниз. Подвинули ручки поближе. И на выдохе поставили пяточки в пол. Набрали воздуха, подвинули голову вперед, еще руки поближе и растянулись. И еще немножко, насколько вам позволяет растяжка. И аккуратно, без резких движений, встаем в исходное положение. Вот, эта часть тренировочки у нас заняла минут 15-20, у каждого по-разному, все зависит, как и от вашего тонуса. Главное, друзья, наш позыв, который мы хотим донести. Те упражнения, которые мы показали, это лишь пример. Их может быть большое множество. Главное, сам принцип. Мы сделали одну мышцу, потом противодействие и другая мышца, третья. Это может быть тренажер, один, второй, третий. Главное, поймите сам алгоритм построения тренировки. Мы не будем их показывать, их большое множество. Если у вас возникнут вопросы, вы, конечно же, напишите нам в комментариях, мы лично вам ответим, поясним, можем даже оценить вашу тренировочную программу. Вот. Что по поводу растяжки, то же самое. Здесь главное избегать резких движений. Сегодня мы больше потянули спину, так как занимались спиной. Следующая тренировка у нас будет посвящена грудным и ногам. Там больше потянем ноги. То есть мы не будем сильно много, прям как в студии стретчинга, этим заниматься. Но тот необходимый минимум, который даст вам возможность подготовиться к основному сезону, мы вам, конечно же, покажем из нашего личного опыта. И на этом мы с вами попрощаемся. Андрей уже отдыхает. Я для вас это рассказывал, Дмитрий снимал, Клуб Оранж предоставлял наши возможности. Не пропускайте наши выпуски, подписывайтесь, ставьте колокольчики, вам все равно нам приятно. И у нас для вас еще в этом году, в этом сезоне будет очень много нового. До новых встреч!